Привет, дорогие друзья! Рады видеть вас на своем канале. С вами Никита, и мы продолжаем делать ремонт в нашей квартире. Так, у нас несколько дней выпало, потому что мы с супругой не стали снимать. У нас идет уже послечерновая отделка туалета и ванны. Мы возводим перегородки для гипсокартона. Снимать это в принципе невозможно, ставить и снимать, потому что очень мало места. Вот у нас есть промежуточный этап. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот такая вот у нас интересная конструкция получается с закрытием стояковой трубы холодного водоснабжения, с закрытием канализационного стояка, здесь с перекрытием водопровода. Здесь у нас полочки будут и здесь у нас полки будут. Самое главное, что я понял при возведении вот этих всех конструкций металлических, это грамотная и точная разметка. И не спешить. Если вы сделаете точную разметку профилей, направляющих по низу и по верху, стояковые профиля будут отлично располагаться, все будет в уровень, и конструкция будет получаться надежная, геометрически правильная и крепкая. Ну вот сейчас мы еще сегодня доделаем немножко. Нам осталось вот ребра жесткости повставлять, добавить жесткости нашей конструкции, чтобы она была крепкая. И будем приступать уже к обшивке гипсокартоном. И тут вот чуть дозабрать. А в ванной у нас тоже небольшой прогресс есть. Мы ее наконец-таки затащили в саму ванную комнату. И теперь это выглядит вот так у нас. Немножко мы, конечно, с длиной ванны проходали, но тут уже как бы от типа размера никуда не убежать. И у нас вот пару сантиметров остается. К сожалению, видны огрехи кладки стены. У нас здесь расстояние от угла меньше и идет на увеличение. В связи с этим пришлось вот добавлять, опусти чуть пониже, добавлять профиль сюда, чтобы закрыть эту щель. На нее будет опираться часть раствора и какой-то уголочек плиточный. Ну, что делать? Если нам все до идеала, здесь выводить все углы по 90 градусов и прям, чтобы все супер было. Мне кажется, мы никогда этот ремонт не закончим, и он будет бешеных денег стоить. Также у нас в этой серии, скорее всего, будет про установку ванны. Она вот установлена у нас на купленные ножки. Но мне кажется, немножко жесткости не хватает, поэтому мы здесь подложим кирпичи, выложим под низ, подпилим, чтобы эта вся конструкция у нас также держалась на кирпичах. И будем выкладывать с вами экран из газосиликата. Вот такие у нас промежуточные этапы. А сейчас мы будем приступать к доделыванию металлокаркаса для гипсокартона. Итак, друзья, мы переместились на полдня вперед и можем посмотреть окончание постройки короба для гипсокартона. Вот такая у нас замечательная конструкция получилась. Вот в этом углу она самая крепкая у нас. Сделана сверху для воздуховода. Здесь закрыто для ниши под туалет. Так вот будет закрываться зона за туалетом. Здесь у нас будет небольшой лючок для доступа к этому вот вентилю, крану. Ой, работы довольны. Понравилось работать с профилем. Наверное, понравилось работать с этим профилем даже больше, чем клеить пеноплекс наклеить, чем клеить гипсокартон. Потому что здесь выставил, как тебе надо, присверлил, прикрутил, и все стоит в уровень. Ничего не отходит, ничего не косится. Конструкция получается очень крепкая и надежная. У нас есть небольшой косячок здесь. Мы немножко с супругой прогадали. Вот эта сторона у нас немножечко гуляет. Но мы уже придумали, как решим эту проблему. Когда у нас здесь будут вставляться полки, мы просто один из уголков крепления полки здесь прикрутим, и у нас полка будет выступать своеобразным ребром жесткости, и поэтому вот намертво встанет вот эта часть. Но вы, конечно, можете прокомментировать и написать, что мы неправильно сделали, и нам будет полезно, потому что у нас еще будут впереди работы с гипсокартоном и с металлопрофилем для изготовления небольшого каркаса под большой шкаф и систему хранения. А пока вот такой результат получается, и мы будем сейчас приступать к зашивке всего гипсокартоном. Зашивать будем все в 2 слоя.
Так что получится офигенно. Не переключайтесь, впереди будет промежуточный этап о том, как мы нашили гипсокартон. Здорово, друзья! Так, продолжаем. У нас последний этапчик. Покажу вам предчистовую отделку туалета с первым слоем шпатлевки, что у нас с коробами получилось. Давайте посмотрим, какой замечательный эффект у нас. Вот так вот классно уже выглядит туалет. Пока что белый, в первом слое шпатлевки. Уже намного больше света, потому что стены белые. Все намного аккуратнее выглядит. Внизу мы на высоту 60 сантиметров не стали забирать, там будет плиточка выложена. И вот с первой полочки будут у нас начинаться полочки деревянные идти, из МДФ или из чего-то там. Вчера супруга целый день здесь старалась, выводила, пыталась. Есть огрехи небольшие, но ничего, подшлифуем и еще разочек прошпатлюем. Вот такой замечательный результат получается. Туалет достаточно функциональный у нас. Снизу будет подключение туалета. Не стал все вплотную выбирать, чтобы можно было спокойно шланг отодвинуть, если что, отсоединить, поправить канализационные выходы, там проверить. И вентиляция все-таки небольшая была. Здесь вот у нас экранчик. Ревизионный люк будет 20 на 20 для вводного вентиля. Конечно, большоват, но все-таки вдруг что отсоединять надо будет, хоть с ключами будет удобно подлезть. Все стыки между листами гипсокартона второго слоя проходил ножом здесь, то есть вот эти все кромки срезал под 45 градусов, чтобы можно было проклеить вот ленту-серпянку и зашпатлевать. Здесь вот эти вот моменты не страшно, здесь будет плиточкой скрываться все. Как и сказал, это только первый слой, мы его прошлифуем шлифмашинкой и нанесем второй слой шпатлевки. Классно получается, очень нравится. Про вентиляцию я тут немножко исправил. Если можете посмотреть, сделал переход с квадрата на круг вниз, уголок под 90 градусов и доборчиком небольшим сделал. Также вывел провод под сам вентилятор. Туалет получается классный, сверху немножко лопнуло, хотя серпянкой было проклеено. Но ничего, я думаю, вторым слоем замажу, все будет отлично. Вот так все здорово получается, прям наслаждение. Не думали, что так хорошо получится. Ранее в видео говорил, что будем показывать также в этом видео экран под ванную, как будем делать, но, к сожалению, по времени не получается, все задерживается, отпуск не резиновый. Поэтому выкладка экрана у нас, скорее всего, будет идти отдельным видео. Также установка ванны, то есть проклейка силиконом все и установка ее на свое законное место. Если видео вам было полезно, вам понравилась наша идея с тем, как мы оформили, сделали достаточно функциональный и вместительный туалет, ставьте лайки, пишите комментарии, что понравилось, что не понравилось. Нас это мотивирует на выпуск новых роликов. Очень приятно читать ваши комментарии. Спасибо большое всем тем, кто подписывается. И до новых встреч. Пока-пока. Увидимся в новых роликах.